Всем привет, катаны! Сегодня мы с вами посмотрим на платформу kaggle.com, посмотрим, какие в ней есть функции, какой есть интерфейс и, в принципе, что там можно делать. На главной странице мы с вами можем увидеть дружелюбный интерфейс. В нем есть вначале какая-то статистика, потом дальше быстрые там шаги для начала, что можно сделать, что изучить. Также мы можем увидеть следующие шаги, которые нам предлагает платформа. Тут, если вы куда-то заходили, она покажет то, что к ним можно вернуться обратно, последние ваши действия, и какие-то задания, которые тоже можно сделать. Давайте сделаем небольшой обзор и посмотрим, что нам предлагает данная платформа. Как мы видим, в меню есть несколько вкладок: соревнования, датасеты, модели, бенчмарки, гейм-арена, код, discussion и learn. Для чего они нужны? Competition — это обычное соревнование, где вы пишете с ноутбуки, отсылаете их на проверку, и вот моделька по определенным там метрикам набирает определенный скор. У кого будет скор выше, тот и победитель. Датасеты. В этой вкладке вы можете найти очень много датасетов на абсолютно вот разные темы. Модели. В этой вкладке есть предобученные модели, которые можно запустить, есть все инструкции для запуска. Просто берите, запускайте, пользуйтесь, да, обучайте, если вам это надо. Бенчмарки. Тут сравнение производительности моделей. Во вкладочке код всегда можно отыскать какие-то ноутбуки на определенные темы, туториалы и прочее. А во вкладочке Learn вы найдете небольшие курсы, которые можно проходить, начиная от основ питона, пандасом, обучение своих первых моделей. Курсы состоят из теории и задач, которые надо будет сделать. Давайте с вами перейдем на вкладочку с датасетами. На этой вкладке, как я и говорил, можно отыскать множество всяких разных датасетов на разные темы, на разные задачи: классификация, там вот регрессия, NLP, отслеживание, трекинг и так далее. Но тут очень много всяких разных датасетов на любую тему. Их тут около 50 тысяч. Удобная функция на этой вкладке — это то, что можно с помощью фильтров подобрать нужный датасет в нужном формате для определенной вашей задачи, которую вы хотите сделать. Ну, например, давайте попробуем отыскать с вами датасет провод медицинские изображения. Так, прямо пишем в поиске Medical Images. И вот мы с вами видим КТшки, всякие вот рентгены с COVID-19, фотографии крови и так далее. Ну, всегда можно перейти, посмотреть описание, какие есть данные, из чего они состоят, примеры изображений, какую задачу на них можно сделать, разные ноутбуки от других людей из этого сообщества. Можно сюда почитать, посмотреть, как кто-то сделал определенную задачу, обсудить ваши вопросы. Также в чатике вам с радостью ответят. Ну и много чего другого. Давайте посмотрим на датасет для классификации мобильных устройств. На главной странице датасета мы с вами видим короткое описание. У нас сразу же показывается файлик test.csv, и мы видим описание данных про каждое устройство. У нас есть ID-шник устройства, емкость батареи, наличие Bluetooth есть или нет, и то, как данные в данном датасете распределены. Теперь мы с вами можем перейти на вкладочку код и посмотреть, как другие люди что-то делали с данным датасетом. Ну и для примера давайте выберем фильтр Most Voted. Это те примеры, на которых поставлено больше всего лайков. Мы можем перейти, и как мы видим, тут на данном датасете очень много каких-то упражнений есть, которые можно просто брать и делать. Тут вот соревнования про стоимость там домов, Housing Price Competitions, но также можно использовать этот датасет, чтобы потренироваться в этом упражнении. И это все абсолютно бесплатно. Просто берите, делайте. Как этим пользоваться? Если вдруг вам понравилось упражнение, вы хотите его проделать, то Kaggle дает бесплатные вычислительные мощности для того, чтобы можно было запустить ноутбук, поработать с ним и в случае чего просто его скачать. Для этого нажимаем на кнопочку Copy and Edit. И что мы тут можем делать? Во-первых, мы можем позапускать все ячеечки. Вот эта ячейка стандартная идет, он просто подтягивает все эти файлы, все вот датасеты, которые тут есть. Как мы видим, клеточка у нас запустилась, настройка завершена. Ну и так далее. Мы тут можем просто писать свои там программки,
исследовать что-нибудь. Who am I? Dev. И после этого взять, сохранить файлик, открыть его у себя на компьютере, открыть на платформе Google Colab. Очень удобно. Все ваши ноутбуки, они сохраняются как раз-таки на Kaggle. Предлагаю перейти на следующую вкладку, которая является основной в Kaggle. Это соревнования. Тут мы можем увидеть всякие соревнования и хакатоны, которые проходили или проходят, которые могут дать денежные средства, причем неплохие. Но есть также и бесплатные соревнования, которые прошли, которые можно в них тоже поучаствовать. Есть соревнования от сообществ. Как это выглядит? Предлагаю открыть классическую для ML задачу про Титаник, в которой надо было классифицировать, выживет ли человек или нет. У нас идет краткое описание того, что требуется в этой задаче. Даже приложили видео, какие данные есть в этом соревновании. В этом соревновании даже есть подробная инструкция про то, как запушить свой ответ. Также показаны метрики, по которым будет оцениваться задача. Ну и сама вкладочка «Дата». Тут у нас привычный нам датасет, его краткое описание, какие в нем есть поля. И как раз таки, если мы включим, например, данные для обучения, это будет какой-то набор данных. Вот, например, имя, пол, возраст. И также мы с вами, если перейдем на вкладочку Column, можем получить полное описание каждой колонки датасета. Мы можем увидеть распределение данных, сколько есть пропусков, какие колонки заполнены, какие не заполнены. Вот, например, у возраста есть 20% пропусков. И с этим надо будет как-то действовать, как-то чистить, либо заполнять какими-то данными эти пропуски, для того, чтобы моделька лучше могла отвечать на поставленный вопрос. Во вкладочке «Код» мы с вами можем наблюдать готовые ноутбуки от пользователей, в том числе и туториалы, как эту задачу можно сделать. Например, тут вот закрепленный есть туториал, он входит в курс, об этом будет чуть-чуть позже информация. И также это обычный ноутбук, в котором идет описание задачи, показывается, как можно данные из датасета получить, как идет вот распределение на тестовую и обучающую выборку, и как можно обучить данную вот модель на этих данных. А также мы с вами можем выбрать модели, которые уже обучены, загрузить веса и попробовать их дообучить. Например, через там случайный лес от пользователя. Тут сказано, как можно подключить, как можно скачать данные. Это файлик с весами данной модели. Давайте перейдем дальше на вкладочку «Код». Что нас тут интересного ждет? А у нас тут есть много разных ноутбуков на всякие разные темы, которые могут быть хорошим обучающим пособием. И, например, давайте посмотрим, какие ноутбуки есть на тему раковых клеток. Напишем с вами Cancer Prediction. И увидим с вами как раз таки то, что есть много всяких вот решений. Тимоха, есть, не дам. И вот мы с вами тут видим ноутбук, в котором есть информация про то, как определить там раковую опухоль. Тут у человечка на самом деле был свой собственный датасет, который он там загрузил вот на GitHub и просто скачивает его с сайта. И инструкция, что он тут делал, как он обучал, как он данные делил. Можно это все почитать, увидеть и попробовать самим. Если вам вдруг надо найти какую-то модель, которую вы не знаете, как обучить, или у вас это получается не очень там хорошо, а в универе уже спрашивают то, что надо что-то показать, то я предлагаю обратиться во вкладочку с моделями. В ней можно найти многие модели на абсолютно вот разные задачи. У меня в практике было так, то что надо было определить тип военной техники: вертолет, танк, самолет. Я спросил LLM-ку, какую вот модельку можно подключить. Она мне посоветовала ResNet 50. Я зашел на Kaggle, отыскал хорошую, достаточно обученную вот модельку, понял, как ее можно дообучить, и все, оставалось дело за малым. Просто сдать проект от клиенту и получить за это денежку. Поэтому мы заходим на вкладку с моделями, вбиваем ResNet 50. Ну, как, например,
И мы с вами можем увидеть вариант для вот TensorFlow с весами уже. Просто грузим, подключаем, читаем описание, что она вообще делает, какой там формат изображений нужно подать этой модельке. А теперь мы перейдем с вами на самую интересную вкладочку для новичков, это вкладочка Learn. Тут есть множество всяких курсов. Они мини-курсы, небольшие, не особо сложные, но как раз-таки вводят в тему. Например, есть курс по питону, курс ввод в программирование, про то, что такое машинное обучение, какие есть технологии а-ля Pandas, как данные визуализировать, что такое SQL тут тоже есть, и много-много-много. Курсы состоят из того, что есть несколько секций. В каждой секции есть описание. После того, как вы читаете описание, вы можете перейти на вкладочку с упражнениями. Упражнения запускает также самый обычный ноутбук, в котором есть задачи, вы их исполняете. Тут все подробно написано. Главное просто знать английский язык достаточно хорошо, ну либо пользоваться переводчиком. Вот такой вот у нас был небольшой обзор на платформу Kaggle. Вот лицо нашего канала. Тимофей Общагович. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до следующей встречи. Тимоха, скажи всем пока. Скажи. Да, пока-пока-пока.